древние кыргызы – сибиряки и славные оружейники. Так сложилось, что современный Кыргызстан находится далеко на юге, в благодатных краях Средней Азии. Но так было не всегда. Родина этого древнего народа находится в Сибири, у истоков Великого Енисея. Здесь сотни лет кыргызы ковали оружие себе и соседям, воевали и торговали, и даже построили свое государство – кыргызский каганат, который едва не стал единоличным владетелем степей Евразии. Южная Сибирь – край суровый, но довольно щедрый. Здесь есть не только ледяные зимние просторы хвойных лесов, но и реки, богатые рыбой, рудоносные горы, широкие степи, где всегда можно укрыться от врага и добыть корм своим стадам. Однако описания этих краев крайне скудны. Слишком далеко они от всех цивилизованных народов. Лишь персы и Китай имели кое-какие отрывочные сведения о проживавших там племенах. Китайцы впервые упоминают кыргызов примерно в III веке нашей эры, как живущих рядом со страной мастеров колесниц-кочевников, высоких, рыжих и светлоглазых. Конечно, это не очень напоминает описание типичного современного жителя Кыргызстана, но не следует забывать, что в то время в Сибири еще жили многочисленные потомки индоевропейцев андроновского типа, чей палеоевропеоидный антропологический тип как раз такой, как описывают китайцы. Он растворился в местных народах, в пришлых кочевниках, ушел с тахарами, аварами, эфталитами в более благодатные места, но оставил свой гаплотип потомкам. И у кыргызов численность индоевропейской гаплогруппы R1A ничуть не ниже, чем, например, у славян. А значит, первыми предками этого народа были степные европеоиды-андроновцы. Уже на раннем этапе это был смешанный народ. Язык, имена, обычаи были явно тюркского круга, внешность смешанной. Потому киргизы – это гремучая смесь иранцев и тюрок, которая со временем все более сдвигалась в тюркскую сторону. На момент знакомства с Китаем кыргызы, подданные тюркского, а затем уйгурского каганата, но очень многочисленные, могут выставить до 100 тысяч воинов. Славятся своей отвагой и дисциплиной, мужчины носят серьги и делают татуировки по всему телу, что явно скифский обычай, а не тюркский. Их страна очень велика, и они в основном скотоводы, однако и прекрасные кузнецы и земледельцы. Уже тогда кыргызы носили белые войлочные шляпы, о чем пишут китайцы, а также маленькие символические точила на ремне. Удивительно, но кыргызы пользуются знаменами и тамгами, куют прекрасную и разнообразную броню и оружие, и пользуются рунической письменностью. Это явно развитый и цивилизованный народ, на фоне прочих жителей степей. Отдельно китайцы удивляются жестокости их законов. Плохой совет царю, опоздание на войны, бегство с поля боя, воровство, нерадивость в исполнении приказа. За все это следовала одна кара отрубания головы, которую будет носить сын преступника до конца своих дней. Расцвет кыргызов. Уйгурский каганат был самым грозным соперником кыргызов. Он не просто налагал дань на кочевников, как тюрки, но и требовал перейти в манихейство персидского образца и вообще всячески давил любые попытки национального самосознания в покоренных народах. Война длилась сотни лет. Сначала уйгуры легко побеждали, но скоро кыргызы наладили выпуск такого разнообразия оружия, что не видывали еще нигде на Востоке и Западе. Они делали десяток видов стрел для дальних расстояний, для ближнего боя, для пробивания брони, для кожаных доспехов, для размыкания кольчужных колец, если враг одет в такие доспехи. Пластинчатые доспехи кыргызов хорошо защищали их, позволяя свободно двигаться. Дальнобойные луки с жесткими накладками позволяли вести огонь на значительном расстоянии от противника. А уж дисциплина, скрепленная жестокими законами, у кыргызов и вовсе была на высоте. В 840 году каганат уйгуров разгромлен, а кыргызский каганат занял территорию от Архона до Орала и от тайги Енисея до Средней Азии. Они направили посольство в Китай и Персию и были благосклонно приняты у обоих. Скоро караваны с шелком, коврами, серебром и золотом потянулись в ставку Кагана, а ответные посольства к цивилизациям Востока уверяли, что кыргызов включили в число самых развитых народов Азии. Однако постоянное участие в войнах быстро подорвало их экономику.
У кыргызов было слишком мало людей, чтобы заселить такие пространства и одновременно держать 100 тысяч воинов войска. При ближайшей смуте каганат распался на 3 части – кыргызы и монголы. Поднявшаяся из глубин Азии сила ударила и по кыргызам. Джучи хан монголов методично разрушил и победил все 3 части кыргызского каганата, наложив на них тяжелую дань и обязанность выставлять воинов для походов. Когда кыргызы отказались давать ему своих солдат, Джучи устроил карательный набег. Неизвестно, сколько кыргызов было убито, а сколько угнано в рабство, но сведения о них надолго пропадают из истории. Похоже, что монголы едва ли не полностью вырезали все население бывшего кыргызского каганата. Возможно, это и подтолкнуло часть народа откочевать в современную Киргизию, а оставшиеся на прежних местах получили новое имя хакасы. Кыргызы снова становятся известными уже при колонизации Сибири русскими. Они более 100 лет сопротивляются завоеванию казаками, а затем уходят в Джунгарию, где также ведут кровопролитную войну, на сей раз уже с Китаем. Эта часть кыргыз была угнана китайцами в Маньчжурию, однако до сих пор сохраняет память о своем происхождении и называется фуйскими киргизами. Таким образом, некогда великий народ оружейников и воинов оказался разделенным на многие части по всей Азии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии.